Привет! Слышали такое сочетание слов, как доменный адрес? Домен — это место размещения в интернете. Без него нам бы пришлось запоминать множество цифр IP-адреса сайта. Ну а сейчас это может быть абсолютно любое слово. 29 лет назад в интернете появляется новый домен, всем нам знакомый .ru. Домен .ru был создан для сайтов и ресурсов, связанных с Россией, и сейчас он стал одним из самых популярных. Кстати, если в названии некоторых сайтов вы видите домен .su, не пугайтесь, это не фейковый сайт мошенников, а всего лишь предшественник домена .ru из Советского Союза. Сегодня я стажируюсь в компании «Первый IT-альянс». Эти ребята знают абсолютно все про создание сайтов, и я наконец-таки узнаю, как это правильно делать. Давайте же наконец-таки приступим. Меня зовут Даниил Кайтров, это российские IT-лидеры. Погнали! Миссия компании, видение компании говорит о том, что современный мир быстро меняется, изменяется не только жизнь вокруг нас, но и те технологии, которыми мы пользуемся. Да? И IT-технологии уже прочно вошли в нашу жизнь, и мы не представляем себя без каких-то простейших вещей, да? Таких как веб-сайт или мобильное приложение или что бы то ни было еще. И вот миссия компании — это помогать в первую очередь другим компаниям реализовывать свои потребности и возможности в сети интернет и для того, чтобы продвигать свои услуги или свои продукты населению, гражданам и просто их клиентам. Для того, чтобы развиваться по карьерной лестнице, естественно, должны быть какие-то цели, должен быть драйв их достигать. Я получаю очень хорошую мотивацию, энергетическую подпитку от того, когда у меня получается реализовать тот или иной проект. Даже когда клиенты, которые обращаются в нашу компанию, получают хороший результат, когда они получают результат даже больше, чем они ожидали. Это очень мотивирует и, в общем-то, помогает не останавливаться, помогает идти дальше. Роль управленца, соответственно, накладывает многие операционные задачи, это важно, но и в том числе, конечно же, такая лидерская позиция для поддержания работы коллектива, работы команды. Это некий гарант качества взаимодействия с клиентами. Здравствуйте, Максим. Да, здравствуйте. Можете, пожалуйста, рассказать про то, чем вы занимаетесь в компании? В компании я веду проекты в компании. Угу. Все проекты по разработке, соответственно, их ведением занимаюсь непосредственно я. Получается, у вас основная должность — это менеджер? Да, менеджер проектов. А в чем порой бывает сложность разъяснений и связи заказчика и разработчиков? Но, скорее всего, это заключается в том, что некоторые моменты сложно реализовать, и зачастую при предложении альтернативы клиенту, клиент понимает, или заказчик так называемый, он понимает, что да, действительно так будет проще поступить, ссылаясь, наверное, на мой опыт, на какие-то знания. Расскажите про один из последних проектов, который вас смог увлечь прямо с головой. Наверное, это проект был для клиники. Мы для них разработали интерактивную карту с возможностью вызова скорой на дом, отслеживания ее местоположения, время, сколько до них будет добираться скорая, соответственно. И также, скорая, врач, в целом это довольно универсальный. Угу. И это, наверное, был один из самых таких последних интересных проектов. Здорово. Вам не кажется, что в ближайшем будущем все сайты вымрут, потому что все переходит в мобильные приложения? Маловероятно, потому что сейчас, да, действительно, все переходят больше в использование мобильных, но относительно компьютеров. Но и сайты тоже не стоят на месте. Сейчас большинство сайтов очень хорошо адаптированы под телефон. Они очень хорошо настроены, и использовать сайт непосредственно через телефон иногда даже удобнее, нежели чем через компьютер. Ну что ж, я думаю, самое время переходить к вашему заданию. К нам пришел клиент, да, у клиента есть своя клиника, и он обращается: я хочу сайт
сделайте, пожалуйста. И тебе, соответственно, нужно подумать, что у него будет на сайте. Давай хотя бы придумаем, что у клиента будет на главной. Вот. Ну, для этого нам желательно посмотреть его конкурентов, выявить там плюсы, минусы и дополнить, соответственно, своими идеями. То есть мы не копируем, а адаптируем, правильно же? Конечно, конечно. А как иначе? Сейчас уже почти все придумано, но нужно это подстраивать всегда под себя. Так, хорошо. Сколько у меня есть времени? Ну, давай для главной хотя бы, минут 30. Окей, без проблем. Можно, пожалуйста, ручку? Держи. Блокнотик. Вот. А я пока пойду выпью кофе. Ладно. Что получилось? Значит, смотрите. В первую очередь я хотел, чтобы тут все было интуитивно понятно, ну и просто. Ну, так и должно быть. Тут название. Угу. Обязательно нужно будет сделать плашечку с местоположением нашей клиники, потому что, как же еще по-другому понять геолокацию. И, конечно же, контактный номер телефона. Да. После этого я предлагаю вот здесь, вот в дальнейшем, сделать плашечку популярных услуг нашей клиники. И рядом с популярными услугами сделать поисковую строку «Поиск услуг», если нужна какая-то конкретная. Ну, я бы рекомендовал поиск поднять вверх, так как он в самом начале, и когда пользователь зайдет на сайт, соответственно, если он не захочет просматривать весь сайт, а просто в поиске найти нужную ему услугу, поэтому поиск проще вверх поднять. А потом уже рассказать про популярные услуги. Ну, да, можно популярные, и также отобразить, чтобы была возможность посмотреть все услуги, а не только популярные. Здесь вот перечень услуг абсолютно всех наших клиник. Да. Еще важный момент мы забыли, это форма для оставления обращения. Как записаться на прием. Да, или хотя бы задать вопрос. Логично. Забыл. Тогда это нужно, скорее всего, в самом верху. Вверху можно небольшую плашку, и плюс у нас есть вызов. Это можно сделать под услугами или непосредственно под информацией о клинике. Дальше мы можем указать врачей, которые там работают. Точно. Вот. Персонал. Да. Что еще необходимо? Будет еще неплохо добавить отзывы о клинике, которые оставляют, чтобы пользователь смог ознакомиться. Сразу же после врача, я думаю, имеет место сразу же комментарии. Да. Впихнуть сюда. Так, комменты и... Дальше было бы еще неплохо добавить сертификаты, которые есть у клиники. Вот. Можно добавить еще одну форму, чтобы пользователь не проматывал обратно, а сразу же ее заполнил и оставил запись. Вот. А после уже у вас есть это подвал, где будут карта сайта, соцсети, которые мы ранее проговорили. То есть после сертификатов имеет место еще раз... Две формы на главной странице — это неплохо. То есть, если, например, вот на этом этапе, в самом начале, когда человек еще не думает, что будет записываться, хочет ознакомиться с самой клиникой, когда он уже полностью с ней знакомится, там, с персоналом, да, чтобы ему было удобней, еще одну форму. Да, логично. Полностью с вами согласен. Ну что же, сайт для клиники готов. Это только главное. Еще же нужно все остальные страницы. Я должен это делать? Я думал, на пока нам этого хватит. Тогда, чтобы облегчить вам задачу, дарю. Спасибо. Максим, спасибо вам большое. Пойду дальше знакомиться с вашей компанией. Да, всего доброго. До свидания. У нас есть, у нашей компании есть некие направления деятельности, то есть с точки зрения экономики, да, я бы так сказал, сегментов экономики, где мы хорошо себя позиционируем и давно работаем. Это в первую очередь медицинский сегмент, все, что связано в первую очередь с коммерческой медициной. Да. Это клиники, это различные врачи известные, да, которые тоже хотят себя позиционировать и в сети интернет, и в целом иметь какие-то процессы автоматизированные внутри себя, да, то есть внутри своих бизнесов. Это через нас прошли, наверное, все, кто на слуху, от Европейского медицинского центра до Американской медицинской клиники, да, то есть это и мать и дитя клиника до клиники GMS, да, то есть это МедСи и
ну, все, кого мы знаем по рынку, но это не означает, что это мы единственные, с кем они работают, да, то есть нужно понимать, но мы на этом специализируемся, и мы за себя хорошо зарекомендовали, да, с нами работают некоторые клиенты, как я уже сказал, более 10 лет, да, это серьезный знак. Второй, наверное, сегмент — это автомобильный, да, то есть на автомобильной сфере реализации машин, да, то есть реализация автомобилей. Это автодилеры, это крупные автомобильные холдинги, с нами и работали и такие бренды, как и Mercedes, и Volkswagen, и Mazda, и Lada, и Шкода, да, то есть сегментов очень много, да, то есть которых они работают. Сейчас это наши друзья из Китайской Народной Республики, да, вот поэтому это тоже такой второй. Ну и третий сегмент — это, наверное, уже сервисы, которые необходимо реализовывать эксклюзивно, да, то есть это и вот я говорю, мобильные приложения или же какие-то большие порталы, в том числе и государственные, да, то есть государство тоже является одним из передовых в нашей стране, да, заказчиком в сфере IT-услуг, да, то есть это тоже правда. Но таких историй было много, конечно же, то, что работаем мы давно, и как бы говорить, что все гладко и там все легко, наверное, было бы неправильно, но момент я, наверное, остановлюсь на таком одном из начальных этапов развития компании, когда мы для себя поставили задачу написать собственную систему управления информационными ресурсами, там, как то там в сети интернет, как мы говорим, сайт, как то внутри CRM-система и ERP-система внутри компании, да, и мы самостоятельно решили такую систему написать и потом использовать ее для уже наших клиентов. И, конечно, это был вызов, во-первых, это было начало 2000-х годов, когда это только понимание того, что такие системы необходимы, только стало появляться, да, потому что до этого сайты были либо визитки какие-то, странички с графическими элементами, либо просто картинки, либо максимум какой-то HTML-текст, да, то есть как бы никак с текущим развитием технологий не имеющие отношения. И вот в тот момент времени мы приняли решение написать собственную вот информационную систему управления информацией, CRM-систему, да, и это, еще раз подчеркиваю, был вызов, где графические элементы, то есть это в стиле Microsoft Office, если мы говорим, возможно. Сейчас для всех это банально, что ты можешь информацию добавлять на свои страницы просто путем каких-то простейших манипуляций с текстом. Да. Тогда, чтобы информация попала на сайт, тебе нужны были специально обученные люди, которые должны были написать специальным текстом, специальным HTML-версткой, там, разместить это на сайте. Мы сделали такой инструмент, который позволял, как вот в обычном Word, публиковать информацию на сайтах, минуя там, вот таких сложных разработчиков. Это вот был вызов, который в течение, наверное, не одного года там, нас драйвил. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даниил, и я бы хотел узнать поподробнее о том, чем же вы занимаетесь. Очень приятно, Даниил. Я ведущий разработчик по направлению веб-разработки. Расскажите подробнее о том, чем занимаются веб-разработчики. Веб-разработчики занимаются тем, что скрыто от глаз пользователя, поддерживают это на таком уровне, чтобы сайт работал хорошо, быстро и, самое главное, качественно. Бесперебойные постоянные заявки, просмотр страниц пользователям и так далее, чтобы все работало хорошо. А почему профессия ведущего разработчика вам так нравится? Это постоянно новые задачи. Не сказать, что это что-то рутинное, логические задачи, которые требуют какой-то мозговой активности, постоянно новые знания, обучение. Если в этой сфере на какое-то время застыть на месте, не потребляя что-то новое, просто становишься некомпетентным специалистом, поэтому нужно постоянно развиваться, и это хорошо, это помогает быть в каком-то тонусе, постоянно развиваться, это, наверное, самый главный плюс. Слушайте, а можете рассказать про самую сложную задачу, с которой вам приходилось сталкиваться? Да, была такая задача. Ее сложность скорее не в какой-то технической стороне, а в том, что она была очень объемная. Это 24 сайта от одной компании на разные страны. И вся загвоздка в том, что их нужно было вытащить с той платформы, на которой они базировались, и перетащить в нашу. Тот объем интеграции с внешними сервисами, которыми они располагают, он очень огромный, и нужно было все это засунуть к нам, да и так, чтобы клиенту еще это понравилось, чтобы это было лучше, быстрее, опять же, качественнее, чтобы это работало хорошо. И сложность именно в этом
большом и долгом процессе, который длился несколько лет, потому что это реально долго, и это поддерживается до сих пор. Очень большой трудоемкий процесс. А можете дать мне какое-нибудь задание, чтобы поделиться со мной своей мудростью? Мне кажется, это очень интересно. Да, конечно, мы попробуем починить контактную форму, которая есть на нашем сайте. Контактная форма, казалось бы, такая простая вещь, но при этом она присутствует на 99% сайтах и часто скрывает в себе какие-то подвохи, там вылезают какие-то ошибки, хакеры через форму часто забираются, поэтому это такая тривиальная вещь, но требует большого внимания от программиста. Поэтому сегодня мы попробуем исправить проблему, которая здесь уже существует. Предлагаю для начала просто познакомиться с внешней составляющей этой формы. То есть мы имеем выбор какой-то услуги, которая нам интересна, и наши контактные данные. Это имя, телефон, почта и наш сайт. Согласие на обработку персональных данных обязательно. И какой результат мы, собственно, хотим получить? Отправить форму. После этого должно появиться сообщение об успешной отправке для пользователя. Это то, что должен увидеть пользователь в итоге. А что должны увидеть мы, как команда разработчиков и потребитель, клиент, который заказал у нас сайт? Что должен он получить? Он должен получить заявку в нашей системе. То есть здесь наш заказчик сможет видеть выгрузку всех анкет, которые заполняли пользователи? Да, все верно. То, что пользователь укажет здесь, потом окажется у нас в административной панели, и менеджеры смогут обработать эту заявку. Собственно, для этого мы и будем это делать. Это первое, что мы хотим получить отсюда. Второе – это Telegram-бот, который создан специально для проекта. В него также придут данные с этой формы, они просто задублируются, будут в административной панели, плюс в Телеграме. Это для оповещения, чтобы люди быстро реагировали, могли обработать эту заявку. Какова будет наша задача? Что мне нужно будет устранить? У нас сейчас есть проблема в коде. Она скрыта, пока мы не можем понять, что это такое, и в принципе подразумевается, что мы не знаем о проблеме. Давайте представим, что вы рядовой пользователь и решили заполнить заявку. Даниил. Ага. Телефон, давайте вот это укажем. Да, хорошо. Почту. Да, можно любую, не так важно. А сайт? И тоже так. И давайте еще выберем какую-то сайт. услугу. Какие услуги вам интересны? Мне нужно SEO-продвижение, Отлично. контекстная реклама, Хорошо. и создание сайта. Супер. Отправляем. Пробуем. Итак, что-то пошло не так. Мы видим сообщение для пользователя, произошла ошибка, пожалуйста, попробуйте и позже. Реакция должна быть очень быстрой с нашей стороны, со стороны программистов. Именно поэтому мы видим, что к нам в Telegram пришло уведомление об ошибке. Что мы здесь видим? Мы видим проект, на котором произошла ошибка, то есть ссылка на этот сайт. Видим источник ошибки, это конкретная страница, то есть мы находимся в контактах, и вот мы видим здесь эту ссылку, и текст ошибки. Это самое важное, что сейчас нам поможет. Для того, чтобы обработать ее, мы должны перейти по пути, который здесь указан. Это файл, в котором происходит вся обработка. Файл находится вот по этой ссылке, нажмем сюда. И вот здесь мы видим что-то пока что для нас непонятное, это код. Код, который мы должны будем проанализировать и примерно понять, что же у нас произошло. Здесь мы можем видеть, что идет путь к файлу, и в самом-самом конце цифра 13. Да. Цифра 13 – это номер строки. Программа нам говорит, что где-то на этой строке у нас ошибка. Что же мы можем сделать дальше? У нас заготовлено здесь примеры вызова методов, они написаны здесь совершенно правильно. То есть это то, как должно быть написано верно. Но на 13 строке что-то не так. Мы сейчас имеем редактор кода. Редактор кода – это главный друг программиста. Он нам помогает, у него есть всякие полезные инструменты, которые ускоряют, упрощают нашу работу. В данном случае, что мы можем сделать? Вот так, когда мы обводим текст, редактор автоматически ищет совпадения по всему файлу и тоже их обводит. Вау! Да, он становится такого же цвета, но когда появится какое-то различие, обводка пропадает. Это То есть так мы удобно. можем сравнить строки и понять, что различается. Соответственно, это может быть ошибкой. Или- Это одна из функций редактора, которую мы используем в Visual Studio Code. Каким именно образом нужно выделить... вот отсюда. Делайте более внимательно. Внимательность – самое главное качество программиста.
Ага, я вижу, у нас буква А большая пропущена в слове application. Совершенно верно, вы правильно заметили. Соответственно, мы видим разницу и можем попробовать сюда вставить букву А, мы видим, что ее не хватает. Так, по образцу здесь должна стоять буква А. Большая. А, кстати, важно, большая или маленькая? Конкретно в этом случае нет, но лучше следовать синтаксису, который тут указан. То есть, Ну если она да. большая, лучше ставить большую. У меня почему-то не ставится. Капслок. О, получилось. Так, отлично. Так, мы поправили и теперь должны сохранить файл, чтобы изменения поступили на сайт. То есть все, файл сохранен, мы можем перейти в контакт и попробовать отправить заявку в этом случае. Так, все. Поехали. Будем верить. И ура! Да! Спасибо, ваша заявка отправлена. И что мы видим в Телеграме? На этот раз уже пришла конкретно заполненная заявка. Новая заявка с сайта, имя. имя, имейл, номер телефона, сайт и услуги, перечисленные через запятую. Все прошло успешно, мы молодцы. Также мы видим в Телеграме и в нашей системе. Обновим. Вот наша заявка здесь также появилась. Можем в нее провалиться. И здесь точно такие же данные. То есть все, заявка пришла, менеджеры работают, все обрабатывается, заказ будет успешно выполнен. Все хорошо. Здорово. Спасибо вам большое, Дмитрий. Это было реально очень интересно. Мне всегда хотелось понять, как же работает эта выгрузка и как потом с этим перечнем работают администраторы и менеджеры сайтов. Спасибо вам большое. Отправлюсь дальше. И Спасибо хорошего вам. дня. Было приятно чему-то научить. Мы не любим шаблонные решения. То есть у нас разработка, она всегда идет от запроса клиента. И под этот запрос, под эти задачи определяется наиболее эффективный вариант решения. Может быть, про компетенции, с учетом того, что большой опыт работы в медицинском бизнесе, в автобизнесе, есть понимание того, как эффективно выстроить сайт, например, эффективно выстроить привлечение пациентов, эффективно выстроить работу контакт-центра. И еще мы не отказываемся от нетипичных решений. Потребность в мечтателях, она растет, да, то есть и я бы наоборот хотел бы, чтобы та молодежь, то есть те ребята, в том числе и уже, может быть, совсем не молодые, которые себя хотят связать с индустрией IT, да, и с IT-технологиями, они в первую очередь были мечтателями, да, и хотели изменить что-то, да, в себе, в мире, там, в стране, то есть с точки зрения развития IT-технологий. Это очень круто, когда эти процессы синхронизируются с тем, что нужно и самим заказчикам, да, самим потребителям этих услуг там, или этих технологий. Вот, наверное, об этом больше хотел сказать, чем о том, насколько кто похож, да, то есть это такая лукавая немножко сторона вопроса, потому что каждый индивидуален по-своему, да, но при этом мы все двигаемся в каком-то одном направлении. В первую очередь это нужно не бояться, нужно действовать, да, и это такой даже мотивационный больше спич, да, то есть чем как бы реальный, а в сущности все-таки нужно определиться, в каком направлении ты хочешь двигаться. И так как на данный момент времени диверсификация, то есть количество направлений в IT-сфере, оно зашкаливает. То есть если раньше там веб-разработчик — это человек, который мог сделать все от дизайна до там продвижения, да, то сейчас узкая специализация идет, да, в том числе и в языках программирования, да, там и в каких-то технических вещах. И поэтому, конечно, объять необъятное невозможно. Человек универсальный — это тот человек, который ничего хорошо не умеет делать до конца, да, поэтому здесь нужно все-таки для себя найти некую даже ролевую какую-то модель, да, в которой ты будешь действовать и работать, да, если ты про продукт, значит, ты в сторону продукта смотришь. Если ты про реализацию, значит, ты в сторону там разработки, там чего-то еще смотришь, да. То есть вот, наверное, все-таки себя структурировать. Ну и там думать о том, что каждый стартап там или каждая идея — это что-то гениальное и принесет
как минимум много денег, да, как максимум еще много известности. Это такое лукавство небольшое, как показывает последние годы, да, что не каждый стартап добегает до финиша, да, вернее, я бы сказал, что практически никто не добегает до финиша. И, наверное, с нуля начинать что-то, нужно быть как минимум уверенным в том, что ты этим хочешь заниматься, а во-вторых, иметь команду, которая с тобой будет идти. То есть один уже не сможет сделать. То есть одиночек уже нету практически в поле игровом IT-индустрии. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про то, чем вы занимаетесь в компании. Я SEO-специалист. По-другому можно назвать SEOшник, либо специалист по продвижению сайтов в поисковых системах. У нас две поисковые системы, это Яндекс и Google. В чем ключевая особенность работы SEO-специалиста? SEO-специалист на самом деле задействован почти всегда и везде. От разработки сайта с нуля, то есть создание прототипов сайта, то есть это прямое подключение у SEO-специалиста. А в дальнейшем уже, когда сайт создан, наполнение сайта, это тоже работа SEO-специалиста. И уже, когда идет какой-то трафик, анализ в Яндекс.Метрике, в Google Analytics, это тоже все работа SEO-специалиста. Как некое контекстное продвижение. Контекстная реклама – это немножко другое, да? Чтобы попасть в контекстную рекламу, мы платим за клики. Чтобы попасть в поисковую выдачу, в органическую выдачу, мы проделаем кое-какие действия, да, которые выводят сайт в топ, и он не бесплатно там находится, но он находится не за клики. А какие именно действия мы проводим, если это не конфиденциальная информация? Мне это всем все известно. 3 фактора основных. Это поведенческие факторы, это как пользователи ведут себя на сайте, да, сколько просматривают страниц. И, наверное, на что они обращают внимание. Да, на какие кнопочки кликают, какой процент отказов на сайте. Внутренние факторы сайта – это техническая оптимизация, то есть все, что мы можем сделать внутри сайта. И третий фактор – это внешние факторы, это количество ссылающихся сайтов на наш сайт. Да? То есть чем мы авторитетнее ресурс, тем больше сайтов на нас ссылаются. А как вы определяете ключевые слова при работе с большими объемами текстов? Мы используем сервис WordStat. Это как раз именно сервис для подбора контекстной рекламы. Но SEOшники его используют для себя. Но мы его используем немножко по-другому. Так, WordStat. Это получается Яндекс подбор слов. Мы здесь можем найти слова на всех сайтах, что есть в интернете, правильно же? Нет. Это слова, которые люди вбивают в Яндексе в течение месяца. Поисковую строку. Да. И вот вбиваем слово кофе. Так, кофе. Что мы видим? Что искали со словом кофе? Почти 4,5 миллиона раз? Это не прям 4,5 миллиона, это показов в месяц. Это такое важное уточнение. А в чем различие? Что значит показов в месяц? Например, если это показов контекстной рекламы в месяц, то есть если человек вбил в Яндекс слово «кофе», это раз показ. Он перешел на вторую страницу Яндекса, это 2 показа. То есть каждый клик на определенную ссылку, это будет еще один очередной показ. Но именно на странице Яндекс. А нам же нужно сколько именно слово «кофе» вбивали, потому что здесь мы видим, что кофе, 4,5 миллиона, но на самом деле это все слова, которые вбивали со словом «кофе», они суммируются, и только тогда мы получаем такую цифру. И если мы хотим узнать, сколько людей ввели слово «кофе», нам надо вбить запрос в кавычках. Так. Всего 30 тысяч раз? То есть было 4,5 миллиона, стало 30 тысяч. То есть, получается, из этих 4,5 миллионов конкретно слово «кофе» вбивалось в поисковую строку всего лишь 30 тысяч раз? Все верно. Ну что же, спасибо вам большое, Алексей. Мне было безумно интересно узнать, как же работает поисковая система. Я думаю, стоит отправляться дальше. Хорошего вам дня. И вам. Я бы советовала быть жадными до знаний. Плохую шутку играет мысль о том, что я уже все умею.
все очень быстро развивается, нужно быть в это вовлеченным. И, конечно, в формулировании вообще для себя каких-то целей и действительно воображение, представление того пути, куда ты идешь. Вот цель и путь. Как ты это сделаешь, и для чего ты это делаешь. И если в принципе ты уже поставил себе какую-то задачу, то, как известно, наш мозг, в принципе, делает все для того, чтобы она максимально легким и коротким способом была достигнута. Поэтому ставьте цели и никогда не останавливайтесь на достигнутом. Веб-разработчики как самые настоящие ниндзя. Их работа должна быть тонкой, быстрой и незаметной. И ведь вправду, порой, когда сайт выдает нам ошибку, мы даже не замечаем, как быстро она исправляется. А все благодаря нашим IT-специалистам. Можно сказать, что создать сайт — это как нарисовать пейзаж. Все должно быть гармонично, лаконично и давать четкое представление о том, что же хотел нам сказать автор картины. Ну или же в нашем случае продукт или компания. И я хочу сказать огромнейшее спасибо всему персоналу и всем специалистам первого IT-альянса за то, что рассказали, как же работают сайты. Я уже давно хотел узнать, каким образом это происходит. Ну а на этом все. Это была программа «Российские IT-лидеры». Я ее ведущий Данила Кайтуров. Еще увидимся. Пока-пока.